Всем привет, Джейсон снова на связи. Сегодня у меня новинка от компании Deepcool, мини-таво корпус MACube 110. Его стоимость в рознице составляет примерно $50. Ну и что тянуть, давайте рассмотрим этого малыша поближе. Поехали. Итак, габариты корпуса составляют длина 400, ширина 225, высота 431 мм. Сверху присутствует противопылевая сеточка на магнитах. Под ней находятся вентиляционные отверстия и места для установки двух 120 или 140 мм вентиляторов. Поддерживается установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240 или 280 мм. Ближе к передней части корпуса расположились светодиод обращения к жесткому диску, кнопка включения, два разъема USB 3.0, которые между собой разделяют комбинированный аудиоразъем для подключения гарнитуры, ну и кнопка перезагрузки также присутствует. Переходим к осмотру передней панели. Центральная часть выполнена из металла, стильная матовая поверхность отлично собирает на себе отпечатки. Снизу красуется логотип производителя. Панель крепится к корпусу на стандартной защелке. Если вы не знаете, как их аккуратно отщелкнуть и снять переднюю панель, то я рекомендую посмотреть мое видео, в котором я рассказываю и показываю, как это обычно делаю я. Ссылочка будет в описании. Внутренняя рамка и боковые отверстия для забора воздуха внутрь корпуса выполнены из пластика. Пластик толстый и крепкий. Крепится рамка к металлической части с помощью винтов. Противопылевая сеточка отсутствует. Из-за стильного дизайна передняя панель потеряла в продуваемости, к примеру, если сравнить ее с тем же Matrix 55 Mesh. Поэтому не забывайте следить за чистотой боковых отверстий. На корпус спереди возможна установка трех 120 или двух 140 мм вентиляторов. Учитывайте, что верхняя 120 будет упираться в кабели верхней панели. Здесь также возможна установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240 или 280 мм. Так выглядит отсутствие ребер жесткости и тонкий металл корпуса. После установки нескольких вентиляторов или радиатора водянки жесткость значительно увеличится. На задней панели видим отверстие под заглушку для материнки. Посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО с возможностью его регулировки по высоте. 120 мм вентилятор идет в комплекте и может быть запитан через трехпиновый разъем либо через молекс. Что за вентиль используется, сказать не могу, так как он не имеет каких-либо обозначительных знаков, кроме логотипа Deepcool в центре крыльчатки. Ниже идут 4 заглушки для видеокарты и периферии, которые придется выламывать, если решите туда что-то установить. Имеется прижимная планка, но она в данном случае декоративная. Еще ниже находится место для установки блока питания. На нижней части корпуса расположены 4 длинных пластиковых ножки с мягкими накладками. Их длина составляет 60, ширина 15, а высота 20 мм. Под блоком питания предусмотрен довольно крупный по размеру противопылевой фильтр. Также здесь видны два винта крепления съемной корзины для жестких дисков, но они чуть позже. Фишкой данного корпуса является открывающаяся по типу духовки съемная левая боковая панель, выполненная из немного притонированного закаленного стекла толщиной в 3,5 мм. Это дает возможность быстро получить доступ к внутренностям вашего ПК. Также здесь есть возможность неполного открытия панели. Снизу панель установлена в специальные пазы, а сверху ее крепко удерживают два довольно мощных магнита. Чтобы открыть панель, нужно приложить некоторые усилия. Для этого на панели сверху имеется удобная пластиковая ручка с логотипом Deepcool по центру. Магниты держат крепко, поэтому переживать, что она сама как-то там случайно откроется, не стоит. Внутри корпуса блок питания полностью закрыт кожухом. В кожухе имеются отверстия для кабель-менеджмента. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ITX и Micro ITX. Все стойки под материнку уже вкручены на свои места, их здесь 9 штук. И приятно то, что вот эти две стойки имеют небольшой выступ, который вам поможет в момент установки в корпус материнки. За счет них она не будет ерзать внутри корпуса, пока вы ее не прикрутили хотя бы к одной стойке. Кулер для процессора можно установить высотой до 165 мм включительно, а видеокарту длиной до 320. Приятно, что для тяжелых и длинных видеокарт в корпусе предусмотрен регулируемый по высоте металлический держатель. Он разборный, и если вам вдруг нужно поднять его повыше, то просто переверните вот эту часть и прикрутите на место.
Правая боковая панель ровная, крепится на 2 винта. Информации о толщине металла в корпусе не нашел, но по ощущениям сталь тонкая. На ней есть ребра жесткости, но все равно выглядит она достаточно жиденькой. Хотя в собранном состоянии корпус ощущается вполне себе монолитным. В месте установки блока питания демпфирующие проставки отсутствуют. Производитель рекомендует сюда устанавливать блоки длиной не более 160 мм. Учитывая, что корзина для жестких дисков съемная и имеет два положения ее крепления к корпусу, то в первом положении получаем расстояние от края задней части корпуса до корзины в 210 мм, а во втором 240. Этого вполне хватит для нормальной укладки проводов. Если корзина не нужна, тогда можно ее снять и получить пространство для установки более длинных блоков питания. Крепления корзины позволяют установить в нее два 3,5 дюймовых диска, причем верхний можно заменить на 2,5 дюймовый. Демпферы между креплением дисков и корзиной отсутствуют. На задней панели можно разместить еще два 2,5 дюймовых диска. Крепятся они к ней через резиновые проставки с помощью специальных штифтов, идущих в комплекте с корпусом. Процесс их установки перед вами. Верхний диск также можно разместить со стороны материнки. Ну и в общем дисковая подсистема может выглядеть в этом корпусе вот так. Отверстия для кабель менеджмента везде, где нужно, завальцованы. Имеются дополнительные выступы с отверстиями для удобного крепления кабелей стяжками. Для укладки этих самых кабелей места за задней стенкой предостаточно, ну а если точнее, то там 18 мм свободного пространства. Так выглядит в этом корпусе сборка на Ryzen 3 3100 плюс GTX 1650 Super. Если кому-то будет интересно, то ссылки на комплектующие, использованные в ней, найдете в описании под видео. В общем же, по сборке вообще никаких вопросов не возникло, все доступно и удобно. Внешне, как по мне, получается стильно и аккуратно. Ну а на этом у меня все. О всех фишках и особенностях данного корпуса я постарался рассказать максимально подробно. Так что выбор и решение, как всегда, за вами. Буду благодарен вам за лайки и комментарии под этим видео, а также за подписку, если еще не подписаны. Этим вы поддержите меня и мой канал на просторах YouTube. Всем удачи, добра, здоровья, хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. Увидимся в новом видео. Покедова!